Вы наполняете их красивую, чистую миску для воды до самых краев. Вы осторожно ставите ее на пол и отходите, наблюдая за тем, как ваша кошка подходит, принюхивается ровно на 1 секунду, презрительно воротит нос и совершенно спокойно уходит. Вы перепробовали все. Переставляли миску в другую комнату, покупали стеклянные, керамические, а может быть даже заходили в интернет и тратили 50, 60 или $80 на один из тех модных электрических фонтанчиков, отчаянно надеясь, что бегущая вода наконец соблазнит их попить. Но неделю спустя дорогой фонтан просто собирает пыль, зарастает слизью, а ваша кошка все так же игнорирует его. Как любящий владелец, вы знаете пугающую истину. Кошки, которые не пьют достаточно воды, это ходячие бомбы замедленного действия, готовые в любой момент столкнуться с закупоркой мочевыводящих путей и смертельной болезнью почек. Это заставляет вас чувствовать себя беспомощным. Вы лежите без сна по ночам, задаваясь вопросом, не наступит ли сегодня тот день, когда их почки окончательно откажут, и все только потому, что вы просто не можете заставить их пить обычную воду. Но что, если я скажу вам, что отказ вашей кошки от воды – это не ваша вина? И это не просто каприз или упрямство? Что, если я скажу вам, что их категорический отказ пить – это биологический изъян, переданный им от диких предков? Более того, вам больше никогда не придется тратить деньги на дорогие и склизкие фонтанчики. Сегодня я научу вас, как биологически взломать мозг вашей кошки, используя то, что я называю ароматической бомбой. Я покажу вам, как из нескольких копеечных ингредиентов с вашей кухни приготовить чудодейственный суп и заставить вашу кошку выпивать на 300% больше воды каждый божий день. Глава 1. Пустынный призрак. Почему кошки ненавидят воду? Чтобы понять, почему ваша кошка с абсолютным отвращением смотрит на миску со свежей чистой водой, мы должны проследить ее ДНК до самого начала. Ваша милая, мурлыкающая кошка, спящая на спинке дивана, на самом деле является прямым потомком Фелис сильвеструс либека, также известной как африканская дикая кошка. Этот дикий предок развивался тысячи лет назад в засушливых, выжженных солнцем пустынях Ближнего Востока и Северной Африки. В пустыне нет мисок с водой. Дикие кошки выживали, охотясь, и получали почти 100% своей дневной нормы воды исключительно из тел мышей и насекомых, которых они поедали. Обычная мышь примерно на 70-80% состоит из чистой воды. Поскольку они получали влагу из мяса, мать, природа сделала нечто очень опасное. Она полностью отключила их чувство жажды. В отличие от собаки, которая пойдет пить, когда ей станет жарко, кошка физически не ощущает жажды до тех пор, пока не окажется в состоянии опасного обезвоживания. Они биологически запрограммированы игнорировать стоячую воду. И эта древняя биология вступает в катастрофическое противоречие с современным содержанием домашних животных. Глава 2. Кризис сухого корма. Скрытая угроза. Последние несколько десятилетий индустрия кормов для домашних животных убеждала нас, что кормление кошки сухими хрустящими гранулами – это лучший способ заботы о них. Это дешево. Корм может лежать в миске весь день, не портясь, и это невероятно удобно для занятых владельцев. Но вспомните математику, о которой мы только что говорили. Тело кошки эволюционировало так, что ему требуется рацион, состоящий на 70-80% из влаги. Коммерческий пакет сухого корма содержит всего 10% влаги. Если кошка питается преимущественно сухим кормом, а ее мозг не подает сигнала идти к миске с водой, она живет в состоянии постоянного хронического и опасного обезвоживания. В этом случае ее моча становится невероятно темной, концентрированной и токсичной. Минералы слипаются и образуют микроскопические, острые как бритва кристаллы, напоминающие битое стекло. Эти кристаллы царапают мочевой пузырь, заставляя кошку мочиться кровью, и превращаются в твердые камни, которые могут полностью и фатально заблокировать уретру. Более того,
Работа в условиях отсутствия гидратации буквально убивает нежные ткани почек, вызывая необратимую хроническую болезнь почек. Кормление сухим кормом пустынного животного без чувства жажды – это прямой рецепт почечной недостаточности. Я говорю вам об этом, чтобы вы могли вмешаться, обойти их биологию и заставить их пить. Глава 3. Миф о дорогих фонтанчиках и слизи. Компании по производству товаров для животных прекрасно знают то, что я вам только что рассказал. Они знают, что вы боитесь болезни своего питомца, поэтому они создали электрические фонтанчики. Их реклама гласит: кошки не пьют застоявшуюся воду, но они будут пить проточную. Купите наш фонтан за $60, и ваша кошка будет пить весь день. Справедливости ради, фонтанчики могут работать для некоторых кошек, так как в дикой природе проточная вода обычно означает чистую воду. Но что, если ваша кошка полностью игнорирует этот гаджет? Или что, если у вас просто нет времени каждые 3 дня разбирать, тщательно чистить и менять дорогие угольные фильтры в пластиковом фонтане? Вот грязный секрет фонтанчиков. Если вы не будете еженедельно оттирать каждую крошечную деталь мотора и каждую пластиковую щель специальными маленькими щеточками, в фонтане образуется массивная скользкая бактериальная биопленка. Мы называем ее слизью. Бактерии из слюны вашей кошки попадают в пластик и размножаются внутри темного влажного мотора. Уже через неделю вода, вытекающая из такого фонтана, пахнет и имеет для гиперчувствительного носа вашей кошки кислый металлический вкус. Они категорически откажутся ее пить. Хуже того, употребление этой биопленки может вызвать тяжелое акне у кошек, когда их подбородок покрывается болезненными кровоточащими угрями. Должен быть более простой, дешевый и биологически правильный способ заставить их пить, и он существует. Глава 4. Секрет ледяной ароматической бомбы. Нам не нужно электричество или проточная вода. Нам нужно вернуться к их пустынной ДНК. Если кошка биологически настроена получать влагу только из мяса и крови своей добычи, значит, мы должны обмануть ее мозг, заставив думать, что вода в миске – это и есть добыча. Мы должны придать воде запах. Я называю это хаком чудодейственного супа, и на приготовление порции, которой хватит на целый месяц, у вас уйдет ровно 10 минут. Рецепт 1. Пойдите в магазин и купите обычную, ничем не приправленную сырую куриную грудку. 2. Положите одну грудку в кастрюлю, залейте несколькими чашками свежей воды и варите до полной готовности. Внимание! Слушайте меня очень внимательно. Вы должны варить ее сами, без приправ. Нельзя использовать покупные куриные бульоны или кубики из магазина. Коммерческие бульоны для людей сильно приправлены луком и чесноком, которые смертельно токсичны для кошек. Они разрушают эритроциты и вызывают фатальное состояние, называемое анемией телец Хайнца. Используйте только чистую курицу, сваренную в обычной воде дома. Когда курица сварится, достаньте ее. Ее можно мелко нарезать и давать как полезное лакомство, но истинная магия – это то, что осталось в кастрюле. Эта вода теперь насыщена ароматом, белками и аминокислотами чистого мяса. Она пахнет именно так, как пахнет добыча. Дайте бульону остыть, затем разлейте эту жидкую платину в обычную дешевую пластиковую форму для льда и поставьте в морозилку. На следующее утро, когда вы наполните обычную стальную или керамическую миску вашей кошки свежей водой, достаньте 1 кубик ароматической бомбы и бросьте его прямо в миску. Вот какая психологическая цепочка произойдет в мозгу вашей кошки. Движение ледяной кубик плавает и покачивается в воде. Для хищника движение мгновенно активирует охотничий инстинкт, и кошка пойдет исследовать объект. Температура. Кубики льда делают воду очень холодной, а домашние кошки предпочитают прохладную свежую воду комнатной. Ароматическая бомба. По мере того, как кубик медленно тает,
Он выпускает микроскопический запах чистого куриного белка в обычную воду. Ваша кошка подходит к миске, ее усы вздрагивают, и она чувствует запах мяса. Ее дикая ДНК мгновенно переходит в режим гиперактивности. Мозг регистрирует миску не как лужу скучной застоявшейся воды, а как сок свежей добычи. Кошка наклонится, начнет лакать и будет буквально поглощать жидкость, пытаясь добраться до этого восхитительного вкуса курицы. Вы успешно обошли их сломанное чувство жажды и буквально промываете их почки и мочевой, пузырь спасительный, влагой за копейки в день. Это и есть чудодейственный суп. Глава 5. Болотный суп для самых привередливых. Но что, если ваша кошка невероятно капризна? Что, если ледяного кубика недостаточно, а вы все еще боитесь опасностей сухого корма? Тогда пришло время для болотного супа. Конечно, перевод кошки на полностью консервированный влажный корм – это золотой стандарт. Влажный корм на 78% состоит из влаги, что идеально имитирует гидратацию дикой мыши. Если вы можете позволить себе отказаться от сухого корма в пользу влажного, риск болезни почек мгновенно падает. Но я знаю, что это не всегда возможно, консервы дороги, а некоторые кошки – настоящие аддикты, которые отказываются есть что-либо, кроме хрустящих гранул. В моей клинике мы никого не виним. Если вы вынуждены кормить сухим кормом, мы должны его увлажнить. Мы делаем болотный суп. Вместо того, чтобы замораживать куриный бульон, держите его в банке в холодильнике. Когда вы насыпаете сухой корм в миску, добавьте 2 или 3 столовые ложки теплого куриного бульона или просто теплой, фильтрованной воды прямо поверх гранул. Дайте им постоять несколько минут, пока корм не впитает жидкость, как губка. Когда кошка ест разбухший корм, она принудительно поглощает воду, спрятанную внутри него. Если кошка отказывается от размокшего корма, попробуйте трюк с тунцом. Купите консервированный тунец для людей, но убедитесь, что он на 100% в собственной воде, без масла и добавленной соли. Возьмите всего 1 чайную ложку этой сильно пахнущей воды из банки и размешайте ее четверти стакана теплой воды. Поставьте это в широком блюдце рядом с едой. Резкий запах рыбы неотразим для 90% кошек, они вылакают все блюдце меньше, чем за минуту. Глава 6. Медицинские красные флаги. Я научил вас, как обмануть биологию кошки и защитить ее почки. Но как ветеринар я обязан сказать вам суровую правду. Иногда питьевые привычки кошки говорят о том, что для домашних хитростей уже слишком поздно. Если вы заметили любой из этих 2 признаков, немедленно везите кошку в клинику. Красный флаг номер 1 – паника у лотка. Концентрированная моча создает кристаллы, которые могут физически заблокировать выход из мочевого пузыря. Это называется обструкцией уретры и чаще всего случается у котов из-за их узкой анатомии. Если ваша кошка ходит в лоток и обратно каждые 2 минуты, если она тужится, кричит или воет тут були, или если вы находите крошечные капли крови, это вопрос жизни и смерти. Когда кошка не может мочиться, ее мочевой пузырь раздувается как шар, а смертельный калий накапливается в крови. Без помощи ветеринара и катетера сердце кошки остановится в течение 24-48 часов. Никогда не ждите до завтра, поезжайте немедленно. Красный флаг номер 2. Внезапная сильная жажда. Мы все видео пытались заставить кошку пить, так что же плохого, если она вдруг начала опустошать миску каждый день? В ветеринарном мире внезапная чрезмерная жажда – это пугающий сигнал тревоги. Если пожилая кошка вдруг начинает пить огромное количество воды и оставлять в лотке, озеро, мочи ее организм, подает сигнал СОС. Обычно это признак диабета, гипертиреоза или запущенной болезни почек. Их почки перестали концентрировать мочу, и вода просто вытекает из них, как из открытого крана, оставляя их в состоянии отчаянной жажды. Таким кошкам на следующее же утро нужны анализы крови. Заключение. Вы проделали огромную работу сегодня,
Мы прошли путь от пустынь Африки до науки о почках и магии ароматических бомб. Я знаю, как страшно читать о болезнях, когда жизнь этого крошечного, загадочного существа находится в ваших руках. Но выбрав изучение их биологии и решив искать холистические альтернативы, вы переходите от страха к уверенности. Вы больше не гадаете, вы активно промываете их почки и поддерживаете чистоту их, мочевого пузыря. Тот факт, что вы уделили время этому мастер-классу, говорит мне о том, что вы необыкновенный владелец. Вашей кошке очень повезло, что вы стоите на страже ее здоровья. Если этот хак с чудодейственным супом помог вам сегодня, пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать наши ветеринарные секреты. И обязательно погладьте свою кошку за ушком от доктора Тони сегодня вечером.